Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал. Хочу похвастаться вам своей личной победой. Этот клиент, который никогда еще, мне кажется, ни разу не принес все 10 ногтей, как сегодня. Честно, я очень рада. И тут такая кутикулка у нас прилипшая нарисовалась. В общем, с вами будем сегодня вместе работать и увидим, конечно же, шикарное преображение и очень интересный френч, на который многие просили мастер-класс. Давайте начнем со снятия. Ноготочки маленькие, небольшие, поэтому я работаю вот такой вот небольшой фрезой диаметром 40 для снятия с фиолетовой насечкой. Очень, кстати, удобно, особенно на клиентах, у которых небольшая ногтевая пластина, несмотря, кстати, на среднюю длину ногтя, вот именно размер самих ноготков здесь небольшой. И вообще, если я найду фотографию, то обязательно вставлю, какие ногти были до того, как клиент начал ко мне ходить. Я думаю, что вам будет интересно посмотреть. И напишите, пожалуйста, в комментариях, есть ли у вас такие клиенты, у которых значительно удлинилось само ногтевое ложе после того, как они постоянно делали у вас маникюр. Будет интересно почитать. Итак, я подготавливаю ногтевую пластину очень хорошо, ее самое главное забафить. Но я никогда не использую баф. Если вы подписаны на мой канал, тут, кстати, много полезностей, то вы об этом знаете. Бафик, он может сыграть не всегда хорошую роль и может заполировать ногтевую пластину, а не приподнять чешуйки. Здесь я использую вот такой вот новый шабер, он в форме маленькой лопаточки, отлично справляется. Мне, кстати, понравился, особенно для вот таких небольших рук было очень удобно работать. И еще у этой лопаточки у нее есть закругление, то есть, знаете, похоже на маленькую ложку. И получается, что руку я держала прямо, а мой шабер был всегда под правильным углом. Переходим к процедуре маникюра. Сначала я обрабатываю на форварде. Здесь у меня обороты 20-25 тысяч. Я уже регулирую их относительно разных клиентов. И здесь я работала на оборотах 20 тысяч, но здесь у нас немного влажноватые руки. И я думаю, что вы также сталкивались. Поэтому, если у ваших клиентов влажные руки, вы можете использовать присыпку. Самую обычную детскую присыпку. И присыпочка впитает в себя всю влагу, и вы без труда сможете обработать боковые пазухи, а также кутикулу. Пожалуйста, используйте это в своей работе, вам это поможет с влажными руками. И обязательно, как попробуете, напишите, помогло вам это или нет. Дальше мы делаем срез. Срез мы делаем на таких руках, вот на такой прилипшей кутикуле, где вообще не видно конца и края. Я немножко ножницы наклоняю на клиента. И вообще, в принципе, могу даже немножко вывернуть кутикулу для того, чтобы мне было удобнее и понятнее, где же у меня она начинается и заканчивается. Иногда на некоторых клиентах для чистого маникюра недостаточно одного среза. То есть мы обрабатываем, срезаем, опять обрабатываем, потом опять срезаем. Куча, как всегда, вопросов про мицеллярный спрей. Сразу же буду говорить, это самая обычная мицеллярка, косметическая, которую мы там снимаем макияж, обрабатываем лицо. Я его просто переливаю в пульверизатор, и она только для того, чтобы убрать пыль. То есть, естественно, после нее мы обезжириваем. Наносим мой секретик, это то, что мне помогло с этой клиенткой. Это кислотный праймер от Космопрофи. Наношу его точечно на те места, где у меня нет искусственного покрытия. То есть, где искусственное покрытие есть, оно, в принципе, он уже не нужен. Там и так сцепка будет хорошая. Дальше беру каучуковую базу и втаптываю его плоской кистью, потому что мы будем делать укрепление гелем. Почему, кстати, делаю укрепление гелем на этой клиентке, хотя, в принципе, длина не такая уж и большая. Обратите внимание, само ногтевое ложе очень короткое. И несмотря на то, что ноготь небольшой, то есть свободный край небольшой, даже такой свободный край для нее это уже длинный. То есть если только у нас чуть-чуть отрастает ноготок, уже получается, что к 3 неделям у нас находится наше покрытие на половине ногтевого ложа. Работаю, кстати, первый раз гелем именно в этом цвете, Ice Cream, очень красивый. И, знаете, могу описать этот цвет, у всех все-таки экран по-разному отображает, цветопередача у всех разная. Он и не молочный, и не бежевый, и не розовый. Необычный цвет, хороший пигмент. В принципе, работать им так же, как и любым гелем от Космопрофи. Он хорошо самовыравнивается, им можно сделать выравнивание в одну каплю, сделать это все без опила.
И я обязательно работаю только в боковых кисточкой тонкой для того, чтобы не угонять дополнительный материал, то есть не делать ногти сильно толстыми. В принципе, кто-то приноровился делать это и плоской кисточкой, которой я работаю сейчас, но мне удобнее сделать это тонкой. Мне кажется, так получается даже быстрее и плюс проще контролировать как раз-таки толщину в боковушках именно при помощи тонкой кисти. Когда мы все выложили, обязательно обезжириваю гель, потому что мне нужно опиливать форму. Да-да, я опять пилю форму после выкладки геля. И, кстати, недавно совсем я повторила это то же самое с базой. Напишите, пожалуйста, если вам интересно будет такое посмотреть. И честно скажу, я осталась в полном восторге. Если вы после просмотра предыдущих моих видео уже попробовали опиливать форму после выкладки геля, напишите, пожалуйста, как вам этот способ, понравился или нет. Я хочу почитать побольше вашего мнения и услышать все-таки, что вы об этом думаете, помогают ли вам вообще мои советы. Кто-то пользуется салфетками, которые я рекомендовала, кто-то использует мицеллярную водичку. В общем-то, я много всего полезного всегда стараюсь вам рассказать и обожаю вести свой YouTube-канал. Спасибо, что остаетесь со мной все это долгое время. Обязательно прохожусь по боковушкам, чтобы у меня ногти не казались толстыми. Несмотря на то, что у них форма такая овальная, что-то между даже овалом зауженным и миндалем широким. Даже не знаю, как эту форму назвать, но она удобна клиенту, поэтому мы делаем именно так. И приступаем мы к дизайну. Я рисую сначала коричневые пятнышки, рисую я их по 2 на каждом ноготочке и просушиваю сразу 4 пальца. После того, как я просушу наш коричневый гель-лак, я беру базу, которую мы использовали в качестве подложки, и расставляю такие же пятнышки, только в шахматном порядке с коричневыми. То есть, если у меня идет коричневое пятнышко, потом идет прозрачное, потом опять коричневое, потом опять прозрачное. На эти маленькие пятнышки из базы я выкладываю кусочки потали. Кстати, потали я всегда нарезаю ножницами, заранее выкладываю на палитру. Так намного проще ей работать, чем отрывать перчатками какие-то кусочки. И, в общем-то, всегда куски получаются какие-то большие. Вот маленькие лучше все-таки нарезать. Также нам потребуется черный гель-лак и вот такая силиконовая кисточка. Сразу скажу, девочки, не пользуйтесь такой кистью. Мне было ей ужасно неудобно все это делать. Лучше, конечно, это было сделать тонким дотсом, но, как назло, я его не нашла. Поэтому из подручных средств получился у меня вот такой вот дотс. Изначально вообще хотела взять шариковую ручку, но подумала, что это будет уже совсем некрасиво смотреться на видео, поэтому нашла вот такую вот силиконовую кисть. Ей я обрисовываю каждое пятнышко с 2 сторон. И самый большой секрет, за счет чего же получается все-таки френч, мы в промежуточках рисуем точки, и также точки у нас идут на уменьшение к точкам вроста. В общем-то, пятнышки рисовать достаточно просто было. По сути, мы их просто обвели полукруглыми черными червячками такими с 2 сторон. Все это покрываем топом без липкого слоя и любуемся результатом. Посмотрите, какие красивые ногти. И еще такой небольшой момент хочу вам рассказать. Даже на ногтях, у которых нет кармана, то есть даже на таких пальчиках, все равно можно сделать красивый задний вот этот вот валик. Посмотрите. И еще, у кого проблемы с отслойками именно у кутикулы, обратите внимание, пожалуйста, на небольшой отступ. Никогда не наносите гель под кутикулу. Это твердый материал. Там он держаться не будет, там он будет только отслаиваться. У нас всегда должен быть небольшой вот такой отступ. Сейчас клиентка от меня уйдет, пройдет буквально 15 минут, и покрытие будет глубокое. Но гель сам под кутикулу мы не наносим. В общем, если вам видео понравилось, было полезно и интересно, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. С вами была Татьяна Сидоренко. Всем пока!